Привет, товарищи. Подарки сами по себе не появятся. Санта, я нашел маску от Растипота. Хо-хо-хо, кидай ее мне, сынок. Да. Ха-ха-ха, ну вы тупые идиоты. Санта, куда вы? Хо-хо-хо, я буду таким богатым. Блин, ну вы знаете, на Растипоте розыгрыш, скины бесплатные. Там вот все здорово, по ссылке в описании. Переходите, авторизуйтесь, просто сидите, ждете, получаете халявные скины. Желаю вам удачи, люблю, целую. Hi guys, if you don't speak Russian, use English subtitles. Я перехожу к русскому языку, потому что на нем разговариваю немного получше. Буквально 11 декабря разработчики заблокировали доступ к игре обладателя мышек бренда Bloody и Afotech. Пользователи негодуют, а я хочу немного разобраться в ситуации и предложить менее радикальное решение. Итак, для начала, насколько вообще блокировка справедлива? Исходя из наблюдений нашей модерации, 99% нарушителей, использующих макросы, используют макросы именно на мышках Bloody и Afotech. Крайне редко можно найти нарушителей с другими мышками, так что смысл в блокировке явно есть. Но при этом вместе с нарушителями страдают честные игроки, которые выбрали данные бренды в угоду низкой цены, например. В общем, решение радикальное, соответственно, без конфликта интересов тут не обошлось. Те, кого это не коснулось, только рады, ведь количество макросников резко сократилось. Или стоп, нет, они уже нашли варианты обхода и продолжают получать у нас баны на проекте. Получается, что макросники, которые постоянно нарушают правила и ищут новые способы спрятать макросы или обойти блокировку, занимаются привычным делом и без каких-либо проблем продолжают играть на серверах. А вот игроки, которые просто использовали мыши от Bloody и Afotech, которые никогда не ставили на них макросы, заблокированы в игре. Они больше не могут зайти на сервера, и у таких игроков остается два варианта. Либо идти покупать новую мышку, либо обходить блокировку и как бы нарушать установленные разработчиками правила. По сути, это решение никак не сказалось на нарушителях, но заблокировало честных игроков, вдобавок подтолкнув их к нарушению правил. Как-то так, да. По факту разработчики зачем-то борются с следствием проблемы, а не с самой проблемой, ведь главный недостаток — это отдача оружия. Именно благодаря тому, что рисунок отдачи каждый раз один и тот же, получается написать макрос, который будет этот рисунок идеально повторять. И даже если предположить, что они заблокировали достаточно большое количество макросников, ценой невинных обладателей Bloody и Afotech, конечно, но не суть. Ведь остались игроки, которые потратили не один час на то, чтобы научиться идеально повторять рисунок отдачи, и многие приблизились к достаточно хорошим результатам и обузят эту стрельбу. Да, тут как бы все честно. Подобная стрельба могла бы попадать под категорию скилл, только вот Rust — это не киберспортивная дисциплина, это атмосферная игра про выживание, а когда новичок бежит с нафарленным лутом и его убивает с огромного расстояния зажимом, то он сразу начинает думать, что ему тоже надо научиться так стрелять, и разнообразные игровые механики уходят на задний план, и его геймплей тоже начинает стремиться в сторону киберспортивной стрельбы. Я немного утрирую, конечно, но я вижу, как игроки пишут комментарии и пытаются узнать, как так стрелять, как контролировать отдачу, потому что когда они пытаются пострелять из АК, то происходит что-то в этом роде. А когда стреляют в них, то все понятно, да? После такой ситуации игрок сразу начинает думать, что проблема в нем, но на самом деле проблема в самой отдаче. Мы имеем в игре ситуацию, в которой автомат Калашникова зажимает на огромную дистанцию в точку. А вот как выглядит прицельная стрельба в реальной жизни. Это, к слову, та самая прицельная стрельба, которой больше нет в Расте. Зачем она нужна, если можно зажимать на любые дистанции? Ну ладно, а вот что будет, если зажать в реальной жизни. Даже на небольшой дистанции АК-47 имеет очень большой разброс, о стрельбе в точку и речи идти не может. И да, я понимаю, что Rust не про реализм игра, но все-таки большая часть механик к этому реализму приближена, и очень хотелось бы видеть адекватное поведение оружия в игре. В общем, решение очень простое, на мой взгляд. Это рандомная отдача. Мне кажется, что код, который будет откидывать оружие в случайном направлении после каждого выстрела, будет слишком нагружать игру. Но вот если добавить несколько разных линий отдачи для каждого оружия, то уже это очень сильно изменит стрельбу в лучшую сторону. Некоторые игроки, особенно те, что умеют зажимать в точку, могут возразить, мол, теперь в перестрелках будет решать рандом, но это вовсе не так. Рандомная отдача не позволит идеально контролировать спрей и зажимать на большие дистанции. Но такого и не должно быть в игре, никто не должен зажимать на большие дистанции. В остальном ваш скилл также решает. Те, у кого недостаточно практики, будут стрелять ровно так же, как и сейчас, и никакой рандом им не поможет. Так что решение — это рандомная отдача. Она не позволит создавать макросы, ее невозможно будет выучить, геймплей сместится от бестолковых зажимов в точку к более тактическому, и всем нам с вами станет гораздо приятнее играть. Но я не могу ничего изменить в одиночку, нужна помощь буквально каждого из вас. Для начала переходите по ссылке в описании на наш пост на Reddit. Авторизуйтесь и нажмите стрелочку вверх. Чем больше апвоутов соберет пост,
тем выше он поднимется, а верхние посты читают разработчики. Также распространяйте это видео и хэштег везде, где только можете. В Твиттере, например, на Ютубе тоже. Ютуберы, поддерживайте эту идею и просите свою аудиторию помочь изменить игру к лучшему. И я надеюсь, у нас получится. Спасибо за внимание. Новый ролик уже совсем скоро. Пока.